Приветствуем всех, с вами Дизайн ТВ. Сегодня мы общаемся с прекрасным человеком, проектировщиком Андреем Куниковым. Да, я с вами Максим Вересов и Максим Вересов. Это Станислав Орехов. Великий ревитчик, который толкнул сильно ревит вообще в ряды проектировщиков. Это первый, наверное, человек, который осмелился это сделать вот так широко. Портал revitcity.ru. Смотрите, обучайтесь, там очень много того, что сделал Андрей. Так, ну и, наверное, начнем в продолжении темы, которую ты сегодня заявил, удаленная работа. Может, сначала, Андрей, расскажи, чем ты занимаешься вообще? Я О себе немножко. просто делаю одну единственную вещь, которую я делаю в жизни. Я больше ничего не делаю. Я целый день проектирую. Я забиваю тексты и черчу линии и стены. Больше ничем не занимаюсь. В программе Revit. Ну да, и еще я общаюсь с людьми в скайпе, там, не знаю, заполняю Excel-ки. Потом я ложусь спать, и на следующий день я делаю то же самое. Вот примерно вот этим я занят всю свою жизнь. То есть работаешь в основном дома? Да, я произвожу информацию и загружаю ее заказчикам на сервер. Вот, наверное, все, что я занимаюсь. Как скромно произвожу информацию, интеллектуальный такой труд. Интеллектуальный собственник, да. Очень классно. Так, ну и, наверное, расскажи про вообще направление. Именно концепция такая, бизнес-ревит, как делать самому бизнес, используя продукт Autodesk, пакет для архитектора, может быть, для инженеров расскажешь, какие плюсы, минусы. Ну, я тут вижу, значит, это два вопроса, значит, как делать бизнес и как это делать в Revit. И как внедрять Я не вот великий супербизнесмен там и все такое, но я знаю точно, в бизнесе есть одно единственное правило. Надо вести бизнес честно, и все, больше ничего не надо делать. Просто можно лажать, можно совершать ошибки, можно неправильные проектные решения. Это все фигня, это все исправляется. Главное быть честным, потому что всегда у заказчика будет в конце такой выбор. Потому что, да, конечно, он тут налажал и все такое, но черт возьми, хотя бы честен. С ним хотя бы можно работать. Он предсказуемый. Вот. А ошибки исправляются. Скажи о твоем самом последнем или интересном продукте, который запомнился тебе проекте. Самый вот проект, который последний классный, это вот очень мне нравится ресторан, который сейчас получился, деревянного зодчества. Ну, короче говоря, такого пока еще нету никого, и нигде не построено в реальности. То есть вот те темы, которые были в архитектуре много лет назад, в 19 веке, вот, мы вот вместе с Женькой смотрит. Да, ее не видно. За кадром, к сожалению. Вот. Сделали. И, в общем, я верю, что теперь этот чувак, который заплатил мне денег за проектные работы, он с помощью этого ресторана заработает еще больше денег. Потому что люди будут туда ходить, в этот ресторан, просто потому что это красиво и функционально, и вообще этого больше нигде нет. Вот, наверное, самый классный проект. Ну а как ты строишь вот работу заказчика удаленно? Что вот, в чем, может быть, какие-то особенности, какие-то сложности, либо наоборот все просто? Вот как это происходит? Как заказчики соглашаются? Ведь как обычно же принято, пришел в фирму, отдал проект, подписал договора, да, вот все вот это. Вот как заказчики в виде сайт в интернете непонятно кому отсылают, или вот, реакция заказчиков, и как ты с этим работаешь? Ну смотри, значит, крупные заказчики, ну скажем, мои заказчики это 25-40 лет, вот этот сегмент. Это люди не вот уж с большими деньгами, но они готовы платить за проектные работы. Супер сегмент это люди после 40, они уже с большими. Супер это что? Ну там, где уже элитное строительство, все такое. Они уже с большими деньгами. Они, конечно, уже такие, по скайпу. Не понимаю. Это как, это по аське, что ли, с тобой? Как это я по аське? Всерьез? Я ж дом строю. Аськи это так, как это. А деньги через WebMoney, а что это? Деньги чего? Какой WebMoney? Да, у нас даже шутка была, значит,
ну, несколько лет назад мы с друзьями шутили, ну, там, мы заработали денег что-то, и такой, слушай, а давайте на все деньги перейдем в WebMoney. Ха-ха-ха, была вот такая шутка. А теперь я, наоборот, рад, когда мне закидывают WebMoney. Это значит, мне не придется платить за эти WebMoney. А с работниками, со своими, я именно в WebMoney рассчитываюсь. И считаю, что WebMoney теперь ценность. И я больше не смеюсь, когда мне скидывают WebMoney, Яндекс.Деньги. Это же деньги. Даже очень хорошо, что мне теперь не придется их покупать. Вот. Ну так как заказчики? Заказчики, да, вот те, которые Процесс. такие тяжеловесные, денежные, они такие как-то... Но 25-40 ты цепляешь. Да, эти запросто, да, они уже к скайпу серьезно относятся, они уже Сами, наверное, используют. интернет, да. Ну, непонятно, зачем я должен, вот, я, например, работник, там, не знаю, на Украине, да? Ведь сколько я должен заплатить Мегафону, чтобы поговорить с Украиной, а мне надо с ним много говорить. В день по несколько часов мы как засаживаемся, и на 1,5 часа у нас разговоров. Это же по телефону разоришься, а по скайпу с видеосвязью, с шарингом. Ну, а как проходит вот процесс работы? Как люди тебя находят, как заказчик тебя находит, как он принимает Они решение? заливают в поисковике, там, не знаю, хороший архитектор, дома в стиле райт, или там, ну, мало ли какой поисковик. Я выскакиваю ему в Яндексе, они у меня Он заходит, нажимаются. смотрит, да, и... На сайте четко написаны правила. делать, да? Да, первый пункт. Найдите свой участок в Google Maps. Пункт второй. Заполните текстовое задание. Рыбу приложит. Пункт третий. Переведите по этим реквизитам денег. Пункт четвертый. Соединитесь. Тогда пишите e-mail. Позвоните мне. Да. Пункт четвертый. Наберите меня в скайпе, мы с вами все обсудим. Обсуждаем в скайпе. Все, встретимся Мне там, кажется, через 8 дней. Поменять 4-й и 2-й пункт, и у тебя будет больше заказчиков раз в 5. А какой четвертый? Да, какой четвертый? Сильно накипел. Но позвонить после того, как разослали деньги. Конечно. Ну, не, они Понятно, телефон, общаемся там. Вот все так и работает. Ну и я для себя просто понял, ну, в общем, мужик, если ты, короче, скайпом не умеешь пользоваться, у тебя есть деньги и все такое, ну неужели ты сам хочешь заморачиваться на настройку? Найми себе кого-нибудь помоложе, который разбирается в скайпе, который просто тебя освободит от головной То боли. есть, может, он представителя использует. да? Да. Он выполнит функции заказчика, он там, выбери там честного человека, который не будет воровать деньги. Он уже со мной свяжется, а ты ему только деньги отстегивай и все. А он уже тут все организует. Зачем тебе самому возиться с этой стройкой? Вот так вот я рекомендую тем, у кого есть деньги, но нет навыков общения в скайпе. А насколько сложный процесс подготовки тех заданий, вообще материала для начала работы? Не видя местности, не видя вот многих... Ну мы же проектируем не атомную станцию, это просто дом. В конце концов, это просто дом. Стены и крыши, и все. И разница между моими проектами, которые мы выполняем, что они клевые, а все другие проекты... А почему они клевые? Просто проекты и клевые. Я не знаю, вот знаешь, вот есть какое-то невидимое, что-то невидимое. Может быть, это называется талант, я не знаю. Но есть что-то невидимое, почему-то люди покупают именно вот у этого человека проект. Черт знает почему. Все в ряд стоят и говорят, я самый лучший с самыми дешевыми работами. Нет, я самый лучший. Пытаемся разобраться в этом. Какого черта? Тогда почему? Жалко посмотреть нельзя, но... Покупают у Можно кого-то. на сайте, да? На каком сайте можно писать твою работу? На RevitCity у меня портфолио загружено. revitcity.ru. И на Конюков еще. В чем Это прикол? неизвестно. В чем Это, короче, разница? божья искра и все. И это... А это можно Я учить? эти вещи просто принимаю. То есть... Я не знаю, Не анализируешь разобраться ничего, да? в цифрах, в каких-то схемах, это невозможно. Просто надо принять, что человек гениален, и все. И как бы все. И забить. А откуда это видно? Это у тебя, то есть, как ты показываешь? Вот тебе человек заходит на сайт, он видит, что он видит портфолио, да? Он видит, наверное, чертежи. Что он, как заказчик принимает решение, что работать нужно у тебя, что вот как он это видит? Я считаю, должно быть максимальное информационное насыщение про человека. Сайта. Человек должен быть максимально социализирован. Что это такое? В Фейсбуке, аккаунты, в Твиттере, все должно быть по-настоящему. Надо отнестись к этим всем вещам по-настоящему. Это не вот... Ну что значит? Случай из жизни. Что там Случай должно из быть? жизни. Да, Случай из скажи. жизни. Случай из жизни. У меня друг есть, и ему, в общем, нужна жена.
Ну, Нормально. в общем, ну, да, все, мы собрались, мужики брутальные. Так, нужна жена, что будем делать? Давай ВКонтакте отсортируем женщин по возрасту, значит, 10 женщин, которые нам понравятся, ну, посмотрим им профиль какой у них там, отсортируем статус в поиске. Все, да, что, ну, вопрос такой, надо сделать, да. Давай, все, давай. И, в общем, человек не смог. То ли постеснялся, то ли... Вот чем ты рискуешь, блин? Тебе нужна жена. Ё-моё, пошли предложения. Женщины. Черт возьми. Ну, так же и с заказчиками, да? Вроде отобрал. Вроде надо позвонить, отослать, дать предложение. Да. Не делают. А чем ты рискуешь? А он говорит, ну я вот как-то вот фейковый аккаунт могу создать, там могу подмигнуть. Пока портфолио нет, да? Узнаешь. Да. Как-то вот так вот. Черт Пока возьми. опыта А вот мало. так вот ты вообще никто тогда. Ты не существуешь на планете, пока у тебя нету аккаунта в Фейсбуке. А появился, ты появился, мир о тебе узнал. До этого тебя не было, а теперь ты есть. И нельзя никогда делать фейковый аккаунт. Ну, что это такое, блин? Ты, значит, сегодня Не с под одним своим именем, аккаунтом, значит, да? завтра под другим, и вообще-то кому-то я деньги-то посылаю. Подумал, заказчик. И такой, следующий, класс, а там следующий. А насколько ты думаешь важно регулярное обновление там, вот, чтобы было? То есть что там должно быть? Нужно ли как-то обновлять, что-то писать, проекты выкладывать? Или завел один раз и все? Ну смотри, наши сайты, наши архитектурные сайты, по сути, это портфолио, и все. Больше у него ничего нет. Мы для людей интересны работами. Им не интересно, там, что мы там думаем, там, что у нас какие там, чего вообще. Может, у нас есть какие-то там схожие мысли, но абсолютно нету никакого интереса нырять в этого человека и там разбираться в его мировоззрении. Для этого у заказчика есть друзья, с которыми он в субботу пьет вино. А ему интересно вот так вот. И если у тебя ВКонтакте или в Фейсбуке наклацано, как там Ксения Собчак с кем поругалась, он такой, ну здорово, ты, конечно, можешь увлекаться чем хочешь в своей жизни, но я лучше вот выберу того человека, который целыми днями только и лайкит что-то про архитектуру, про конструкцию, только это в профиле То есть забито. тематическая информация. Вот этот чувак, он реальный псих, повернутый на своей работе, а этот, ну да, ты живой и в общем-то, как-то... А ты знаешь, если вернуться назад, как ты начинал получать заказы, когда было мало опыта, только на Ревите? Давай так, Я вот. зарегистрировался Первый на Revit всех проект. социальных сетях фрилансерских, и все, и пошло. И Сейчас выложил ты, портфолио, да, свой? Да, Ты сейчас на фрилансе на 3-й позиции, насколько я да помню. фиг знает, сейчас вроде на 4-й уже. На 4-й. Это дело такое. Что помогло тебе вырасти? Какие-то пару фишек помимо работы? Фишек? Ну, социализация, блог. Блог, то есть ты Выкладывание блог тематической развивал? информации, блога, сайта. Принципиально по теме и никогда никакого посмотрите, как мужик жжет. И блог тоже принципиально по простой схеме. Сверху 3 строчки текста, снизу картинка. Все, больше ничего. Очень интересно. А вот у тебя сегодня было как раз выступление. Сегодня Андрей выступал с темой о том, как хорошо можно работать фрилансером, да? И Удаленная работа. Удаленная работа. И что самое важное, человек из региона, из любой страны, он может как и быть исполнителем, так и заказчиком услуг. Вот, что не обязательно, то есть, когда спрашивают, что деньги там только в Москве или только там в Питере, только в больших городах. Деньги повсюду. Вот, расскажи вот об этом еще немножечко. То есть, как, имея опыт работы в регионе, да, может быть, найти заказчика или Очень самому просто, предложить очень себя. просто. Живите где хотите. Хотите, живите в Магнитогорске. Хотите, живите в Москве. Правда, в Москве аренда дорогая. Хотите, где хотите, живите. Заказчику абсолютно пофигу, по большому счету, по проводам, куда присылать документы. У меня сегодня случай такой был. Звонил из Волгограда заказчик. И как-то он вот так вот говорит, мол, ну типа понимаете, вот как-то, ну я вот понимаю, вы в Москве живете, и у вас цены высокие, типа, московские цены, да? Я говорю,
Да не московский, у меня цены. Частый, кстати, такой аргумент. Ну, конечно, вам там в Москве хорошо. Вообще не московский, у меня У нифига нас цены. тут как что делать? Цены у меня мировые. Я сегодня в Москве живу, завтра в Нижнем, послезавтра Цены не в изменятся, другой адвокат. стране, да. Я просто посчитал, сколько мне надо для жизни, разделил на 30 дней и узнал, сколько мне надо денег. Все. То есть твоя математика простая. Да, да. Ну как, тем, кто начинает, я рекомендую, ну, Да, как начать начинающим? Вот человек, допустим, выучился, прошел либо институт, либо работал, вот он хочет, например, начать работать из офиса, да, во фриланс, либо прошел институт и хочет работать по фрилансу. Какие действия нужны? Зарегистрироваться на всех сайтах. Это первое. Социализироваться на всех социальных сетях, желательно в Фейсбуке, потому что это все-таки мировая штука. Ага. А какие еще, как в Facebook ты советуешь? Revit конечно. Там, ну как, Revit хорош тем, что конечный пользователь у нетяжеловесного архитектора, ну там в среде там фриланса или чего-то, не у тяжеловесного не купит проектные работы. Можно просто наизнанку вывернуться, не купит нифига. Потому что он смотрит... Сейчас еще раз. Хороший пользователь. Конечный пользователь. Конечно. Тот заказчик, который его, собственно, строит. Не купит у кого? Он не купит просто у чувака, который там на фрилансе там ниже какой-то там 15-й позиции. То есть у него должны быть какие-то звезды на работе. Да, да, реально нужно мощное портфолио. Вот реально. А как его наработать? Только продавай проектные работы, только участвуй в конкуренции, только так. Поэтому если на Если первых портфолио порах... есть, то застреливаем его везде. Если нет, соответственно, нарабатываем. Да? А как ты относишься к объектам виртуальным? Допустим, я начинал с объектов, либо принимал малое участие, либо делал виртуальные объекты, но тоже показывал. То есть не было реального заказчика, объект точно не строился и не будет строиться. запросто. То есть ты можешь показать свои Процесс способности. работы, Нарисуй на ровном месте неизвестно, что за проект, просто вот я могу вот так вот, что такое. Ничего себе. То есть ты делаешь 1-2 виртуальных объекта, потом Например. на эти объекты приходят реальные заказчики. с реальными. Ничего особенного. Обычное дело, если нет портфолио, сделать его на пустом месте. А сколько объектов в портфолио надо примерно иметь? Ну так, чтобы вот тебя могли, в принципе, выбрать. Достаточно иметь, достаточно, наверное, 4 хороших объекта, а все остальные это статисты, что типа, вот видите, как вот как срабатывает мозг. То есть я не вот 4 проекта сделал, их много еще других. Вот. 4 Но проекты, да, должны быть прям реально хорошие. 4 проекта, это, я так понимаю, месяца 3, наверное, работы. Да. Сколько в среднем ты тратишь времени на объект, коттедж среднего плана? 300 квадратов, 400 квадратов? Ну, грубо, вот раньше я продавал всем своим заказчикам эскиз за 7 дней и рабочих за 14. Теперь когда... Сколько у тебя по времени уходит на средний проект, коттедж 300-500 квадратов? У меня стандарт. Значит, раньше я работал и делал это рабочий 14 дней, эскизник за 7. А теперь я перешел, я себе сам день приделал. Просто потому, что мне хочется пойти по интенсивному развитию. Я хочу теперь в объект вложить не 7 дней, а 8 дней. Пройдет год, и я буду говорить, я хочу теперь в эскизник вложить 30 дней. А почему, в чем разница? А я хочу заморочиться прям на все. Прям вот хочу разобраться в объекте. Прям вот хочу подобрать материалы. Прям вот хочу варианты планировок поприкидывать. Прям пообсасывать вот до тех пор, пока вот прям вот перфект не получится. Но и заказчику же тогда тоже получается Экономическая стоимость. составляющая. Есть сразу деньги, да, есть деньги. То есть ты уже просто постепенно из стандартного, да, заказчика будешь Из среднего класса среднего, постепенно потом выйти выше, куда-то, да, повыше. которые будут понимать, что, которые, во-первых, не торопятся, да, и которые понимают, что вот они платят за им нужно качество. Да. Интересно. Здорово, конечно. Ход развития, да. Пожалуйста, вооружайтесь. Ты, может быть, расскажешь тогда об основных инструментах, которые нужны удаленщику, чтобы вести полноценно работать. Что уже все-таки нужно? Ну, главное, Skype, e-mail, Dropbox.
Интернет первый. Ну, интернет, да, обязательно. Это вообще комедия, как мы с Женькой переезжаем в новое место жительства всегда. У нас вечно ругань и стресс, потому что Андрюха, вообще ему ничего не важно. У него все вопросы интернет. Как быстро вы подключите интернет, как быстро он появится. Все вообще не важно. И как только появляется интернет, я уже так все хорошо, все. Теперь будет жить, есть доступ в банк, есть все будет теперь. Все остальное наладится, был бы интернет. Пуповина такая. Да. Электронная. Точно. Слушай, Вот. а расскажи про этику вот работы, да, что ты же с фрилансерами работаешь, очень часто, не всегда у них получается вовремя отвечать. Этика работы, да, простая. Всегда на связи и точка. Вообще всегда на связи. Кто? Ты или исполнитель? Я и люди, с которыми я работаю. И ты с заказчиком, и они с тобой. Да, и заказчику надо, ему надо звонить, чтобы он знал о том, что ты думаешь, а не что ты как бы. То есть вот. ты предварительно звонишь, да? Да, у меня даже была программа еженедельного обзвона заказчиков. Правда, она как-то, ну как, если постоянник, ладно, нормально. Но когда ты уже заказ закончен, ты уже звонишь на третью неделю, и вот ты отстрелялся уже 3 недели назад. Это уже странно. А цель какая? Цель звонка. Цель звонка, ну как вы строите там, типа, может помочь чего-то как-то. Ну, Не, это после проекта. Да. Время. То есть сопровождение Я проекта. не вот хочу чего-то там, ну еще там продать. Нет, мне это все не надо. Просто хочу, чтобы типа, все закончилось хорошо. Чтобы человек, как строить, что получилось подобрать, там исполнителей, строителей, какие-то вопросы, может, накопить. Нет, ну ладно, до свидания. А во время проекта, вот, допустим, человек выдал задание, да, и начинает там либо названивать сам, либо беспокоиться, как идет процесс, да, потому что часто... Ой, я очень прям есть вообще такое? И как не ты с люблю этим- вот это. и как ты с этим справляешься? Я, Что ты делаешь? написал в своем архитектуре, я начал вести архитектурное ковадство, и у меня есть такая мысль, что типа человек, который покупает меня, сначала читает ковадство, и у него вот это все отпадает. И там один из параграфов я написал, ну, спрашивать не готовую архитектуру нету смысла, потому что ее нет. Потому что ее просто нету, да. Я завтра перегородку подвину, и подвинется окно, и все, и планировка подвинулась, и все по-другому. Вот надо заказчику отдавать полностью готовую единицу информации. Планы, разрезы, фасады, визуализация. Генплан. Только полноценная единица информации работает. Все, что меньше единицы информации, это бесконечное обсуждение. А здесь эскизы? что, а здесь что, а здесь вот как вот. Ты не А работаешь эскизы с это... эскизы, допустим, референсы какие-то. Вот Нет. смотрите. Я Может сдаю быть, в всегда этом направлении. полную единицу информации. Если хочешь, я сдам как есть. Просто какие-то листы будут пустые. Это значит, что тут скоро появится план. Тут скоро появится еще что-то. А как ты борешься с такими ситуациями, когда у тебя, или тебе нельзя? Я вздыхаю в трубку, я как бы такой, ну давайте не будем, ну нафиг, блин, давайте я лучше закончу. Ну, Не, ну я конечно не как жалко охранник. за X-партию. Ну вот последний у меня заказчик был, прям вообще каждый день. Окей, чикс, слил. Ну мне-то чего, мне нажатие в 12. Нажимаю в 12, у меня заливается. Нажимаю в 12, заливается, пожалуйста. А он такой, а там, знаешь, такой отчет такой, разрез. Ну, лист называется, разрез. Просто дофига осей, короче, и коробка такая, вот, ну, просто заливка какая-то непонятная. И я ему вот так вот, пару дней вот так вот. Просто процесс идет, он видит. Да. И я папку прям так и называю. Сдача как есть. Он такой смотрит, такой, блин, это ни о чем вообще. Я говорю, ну, подожди, блин, 8 дней, все солью, все будет. Проходит, все. Другой у меня мой замечательный заказчик Михаил, который вот ресторан заказывал. Я с ним сразу поговорил. Не вопрос, я вам отошлю хоть на 3-й, хоть на 5-й, а там у него сложный объект, и мы его делали, он 14 дней или 13, не помню. И, короче, я говорю, мы просто вступим в переписку, вы будете писать. А вот мне кажется, здесь надо добавить помещение. А я буду писать, да, конечно, добавлю, просто это еще не знаю. А мне вот еще кажется, что на фасаде нужно окно. А я говорю, да, будет, но просто сейчас еще нет. Мы еще не дошли до Да, и мы будем вот с вами вот в такую вот за переписку вступать. И мы вот так вот с ним договорились, и все, и он просто занялся своими делами, и у него там на этот назначенный день появились файлы в компьютере, и все. И он даже как-то забыл их посмотреть, и я ему звонил, давай это посмотреть. А получается, у тебя какой-то вот внутренний, да, процесс работы есть? То есть, ну, расскажи про твой процесс работы. Первое, клиент.
принимает решение работать с тобой. Дальше ты начал с Гугла, да, что вот найдите свой Google, выдайте базовую информацию, да, какая-то информация, что ты дальше делаешь, как идет процесс и чем он финализируется обычно. Мы встречаемся с ним в скайпе, я шарю экран, мы договариваемся. Ну, это обычный процесс, я и с работниками так работаю, и с заказчиками. Расскажи. Шарю экран, открываю, и прям вот вместе, как будто бы мы сидели в одной комнате и Как водили будто в одном офисе, да? красным карандашом по чертежам. Все то же самое, он смотрит скайп вот так вот у него там происходит, а Андрюха там мышкой что-то фигачит. Просто на экране. Стрелочка, просто на экране смотрит, чего происходит у Андрюхи на столе. В конце у нас получается такой большой принтскрин, в котором много всяких вырезок, стрелочек. Это базовое задание, да? Так, техническое Это есть задание, получается. да, это есть задание. То есть ты его даешь, как ты рекомендуешь, а он говорит, там, что Да. Участок тут, это тут, все. Вот мы сформировали такую картинку. Тут все вообще описано, полная карта, мы смотрим. А, это техническое задание, как бы подписанное автоматом является, чтобы изменения потом. Ой, да ё-моё. Ну какие изменения? Ну Но чё? бывает разное, просят Да, менять да. все вообще. Нет, Бывает. всё. Ну не все там. Я просто могу себе позволить не работать с крючкотворами. Если хотите, крючкотворы. Если вы хотите заняться там подписянием и синими печатями и утверждениями, Ага. да пожалуйста. Только вот я в этом А участвую. как ты с изменениями? Вот, У меня человек говорит, лента событий происходит. Ну, человек говорит, ну вот все хорошо, но дайте поменяем тут окно или там что-то. Ты понимаешь, там тебе много что-то поменять. По трудозатратам По трудозатратам. серьезно Да, достаточно. запросто, да пожалуйста, я же время продаю. Хотите, А, мы будем ковыряться сотни вариантов. А, то есть тебе все равно. То есть ты А говоришь, у меня базовый мой там, временной период 7 дней. Столько А скажи, Стоит вот стоит, по стоит. ценообразованию, вот как рассчитывается? То есть у тебя не за проект получается, а за... Ага. А как вот рассчитывается? Сколько? Короче по дням, говоря, по часам, значит, что это? средний ценник, ну сколько там, менее 1000 рублей за квадрат. Это вот московские фирмы. Ты же говоришь не за квадрат, а за время. Сейчас я расскажу. А, вообще. Ага. Там сколько, 7 минут хватит. Логика. Значит, я подписываю договор, в котором написано там 1000 рублей за квадрат, грубо, да? И в этой 1000 все смежники живут. А мне вот так вот неудобно работать. Я хочу как? Я отработал день, я деньги получил. Я день не отработал, не получил. Вот и все. Вот средняя цена, она вот такая. И контракт, в среднем вылетает. Вот дом я проектирую, в нем, сейчас прямо с колес строится 770 квадратных метров. И еще гостевой дом скажу. Значит, это что такое у нас 770 квадратных метров? Это 770 тысяч. Вот, короче, цена проектных работ. Но я знаю точно, что если продавать время, это будет дешевле. Стопудово дешевле. А, то есть клиенту ты показываешь. Если по дням ему трудозатраты. Да, хотите, давайте сейчас прям на 1000 подпишем и все. Не вопрос. А это хотите? рыночная цена, да? Да, это рынок. Там вот То начинается... есть ты даешь два варианта выбора событий. Не, я просто по контракту не работаю, не хочу. У меня план такой, значит, я нарабатываю статистику, сколько средний чек за проект, потом я через год этот чек умножаю на 3, и теперь я буду продавать проектные работы контракта. Вот и весь план. Ну, а сколько стоит? Час или как? Или день работы? У каждого по-своему, каждый работник сам выставляет Не, а у стоимость тебя? своего часа. У меня день стоит 3000 рублей. А вот скажи, кто твой идеальный заказчик, как ты его видишь, вот с кем тебе интереснее всего сейчас работать? На сегодняшний день идеальный заказчик Михаил Тарасян, который никуда вообще не лез, ничего, просто заплатил денег, Никуда не лезет, платит денег. получил результат. Получает результат. Кстати, классный Хороший, результат вообще. Я тебе доверяю. Поэтому. Да. Он мне доверяет, и как бы. Мне нет смысла обманывать, потому что в этом прозрачном 21 веке никому не интересно в Яндексе на запросы своей фамилии обнаружить, что там про тебя плохие отзывы. Никому не интересно. Поэтому смысла обманывать нету. Надо честно все делать. Здорово. А был какой-нибудь интересный или там смешной, может, случай в твоей работе? Интересно. Ну или что-то такое необычное? Что-то из курьезного, нестандартного. Или с заказчиком, или с исполнителем. Я не знаю, есть какие-то, знаешь, странные Что-то, что запомнилось. странные Да, поведения наших заказчиков. Ты перешел на оплату по... А, кстати, да, как ты перешел на такой А я интересный продавал все способ время, оплаты по я времени? продавал все время контракты, продавал, и
в итоге работу, которую, ну, я говорю, я сделаю вот за 15 дней, все будет готово. Я и сделал за 15 дней. Ну и мы договорились 50% сначала, 50% потом. И пошли изменения. Пошли, второй, пятый. Молодая. В итоге сделали 8 изменений. Причем с устойчивым трендом в плохое. Начали с хорошего объекта, а закончили, ну такое убожество, господи, вообще. Ты его не Караул, размещал? да, там много людей подключалось. В конце вообще подключилась теща. Каждый свое изменение Да, внес. какой караул вообще. Я уже где-то на 4-5 варианте уже расслабился и говорю, ну все, неси меня поток. Куда ваши желания? Меня проектируют, мне только рисовать. Да. Вот, и я такой понял, что все, это бесконечно может продолжаться, и я буду продавать время. Кто готов платить, хоть год будем эскизно проектировать, хоть 2, пофигу. Вот так перешел. А из специфики российской, ну, вот самая забавная ситуация, она как Люди бы... готовы платить вот по времени? Сейчас я про специфику расскажу. А, Вот есть давай. ситуация, когда тебя заставляет сделать, знаешь, вот так собраться такой. То есть получили геологию, значит, грунтовых вод нету. Вообще нету грунтовых вод. И заказчик говорит, вокруг цоколя делаем дренаж. Такие, так воды же нет вообще. Че, в дренаже что будет там? Пустая труба, что ли, в земле будет лежать? Такой, на всякий случай. И я такой, как-то у меня вот так вот в голове, я такой, да ладно, давай, пожалуйста, дренаж сделали. И инженер у меня еще спрашивает, вот тут дренаж надо сделать, на какую нагрузку, сколько там воды будет? Я говорю, там нет воды. Это я понимаю, но мне-то трубу-то какую закладывать? Что такую заложить, что такую? Одинаково пустая будет. Вот, это довольно странно, но на всякий случай Перестраховаться, да? мы построили дренаж, все нормально. Чтобы человеку в доме спалось спокойно, понятие, что если будет наводнение, то все будет окей. Все нормально. Вот, ну, ладно, чего. Так а готовы люди вот у нас в России, например, да, платить именно по времени? Как они это воспринимают? Или нормально? Что обычно уже у нас принято, что проект, не часто. У нас, кстати, вот Наташа Ламейка, наша знакомая, соционики делает, ее дизайнер. Она тоже по времени рассчитывает. По-моему, вот 2 человека я знаю, это ты и Ламейка. Кто по времени. Да, кто по времени считает. И есть плюсы и минусы вот этого. Вот готовы ли наши? Я заказчикам так говорю, вы хотите человека, которому всегда интересно с вами работать. Я сдам проект, пройдет, там, не знаю, 6 месяцев, вы там построите второй этаж, начнете делать кровлю, и вдруг вам захочется что-то поменять. Да мало ли что, да мало ли, будем, как с одним из объектов, мы сделали объект, и заказчик образовался через 9 месяцев, начал выбирать отделку. А давай отрендерим теперь такой кирпич, а давай теперь вот такой попробуем. Вот вам охота заново со мной в переговоры вступать, а за сколько сделаешь 1 рендер, а за сколько делаешь 2? Охота вам вот это. Есть совершенно конкретный, вот заплатите время и все. И я всегда вас рассмотрю, всегда. Приходите хоть через 100 лет. Главное, несите с собой деньги. Ну, я, кстати, все замечают последние мои проекты, которые я делаю, начиная с сайта, заканчивая другими. Вот тоже я людей нанимаю так, что по времени. Все равно. Почему это происходит? Знает, что Потому что я в начале проекта не знаю, что я хочу в итоге получить. То есть мне идеальность технического задания. То есть я готов за это тоже платить. И понимаю, что я сейчас в начале пути, я даже не вижу, к чему это приведет. Приведет или не, вот, наверное, да, имеет смысл. Что-то. Ну, вот смотри, не всегда можно проконтролировать время, допустим, твои сотрудники. Ты говоришь, плачу по дням. Ты же не знаешь, что в конце дня можно поставить галочку, сделать визуально большой объем. Да, идет ли контроль какой-то? Или сделать маленький, то есть он мог ковыряться, Да, я где-то понял. запнуться. И Смотри, как оценивать я это время? все смотрю вот так, укрупненные показатели. И такой смотрю по укрупненным показателям. В принципе, вроде все нормально. Выгодно или невыгодно, да, тебе работать, Ну, я смотрю, да, смотрю такой, понимание. вроде человеческая цена в итоге получается. Нормально. Главное в минус не уходить.
Главное, что, да, важно, конечно, чтобы честность Там была. плюс-минус сколько-то копеек. Я да, все не понимаю, очень да, важно. я все понимаю, что человек может, например, заколотить побольше, а может заколотить поменьше. Другой, наоборот, очень щепетильно к этому относится и очень не хочет, чтобы его в чем-то заподозрили. И он заколачивает меньше все время. Я это все понимаю. Ну, но в конце я просто смотрю по общему показателю. Нормально. Будем дальше работать. У меня были случаи, у меня человек писал не приписки, несуществующие. Я для себя так, ну, я рассчитался с ним. Но, То есть люди думают, что это не видно, да? ну А да, на самом я деле- следующий просто заказ не стал покупать. То есть вот все, человек сидит без работы. Вернулся И в не офис. понимают, кстати, почему. Может быть опять кризис, вторая волна. Да, наверное, кризис, действительно. Скорее всего. И люди перестали строиться. Да, и вот новички сейчас стали напирать. Да, вот так вот. Андрей, а ты расскажи вообще, из чего состоит твой сегодняшний офис, твои ресурсы физические, людей, команды. Кто они? Сегодня... Да, и что ты делаешь сам, вот еще добавку, что ты делаешь сам, Архитектура, да, а что и... Я выполняю две функции. Как Я продаю- ответственность распределяется? Продаю две функции. Я продаю либо функции архитектора, либо функции ГАПа. Коротко о твоих финальных, вообще о твоих целях глобальных. Твои личные цели вообще, Да, личные. в Что работе, в жизни, Что ты преследуешь, преследуешь, что ты хочешь? Я хочу изменить рынок проектных работ и хочу, чтобы все проектировщики до одного работали как я. Нас же сейчас не удивляет, да, что чтобы купить программера, он в жизни в офис не пойдет. Абсолютно естественно, что программера все покупают удаленно, и никак иначе это не существует. Вот я хочу, чтобы с проектировщиками то же самое произошло. Тогда дай несколько советов. Давай там пошаговые три каких-то Что вещи. нужно сделать Что человеку, нужно чтобы сделать? стать таким человеком? А давай так, лучшим что у сотрудником? тебя сейчас есть, вот, благодаря удаленной работе, что ты получил? Свобода географического передвижения, личная Давай, подожди, ответственность. давай, скажи, что значит свобода географического Я перемещения. сегодня Как? живу в Москве, завтра в Нижнем, послезавтра в Питере, еще через год в другом А городе, вот ты в нам другой говорил, стране. куда ты поедешь. Да, Куда я ты на год тут собираешься? собираюсь укатить в Лимассоле, пожить на год. На Кипре. Во Это вторник, Кипр. да, у нас самолет. Вот. На море, да, в бассейне. 500 евро двушка, черт возьми, блин, в Москве от 600 начинается. Вы видели квартиры в Москве от 600? Черт возьми, эти бетонные коробочки, блин, в которых только заходи и помирай. А там за 500 евро, что меньше 600, если кто не заметил. Вот. Шикарная квартира, двушка. в Бассейн, нашем понимании. Бассейн снизу, и вон там он море. По-моему, это офигенно. Отличный стимул. Так, что нужно? Свобода географии, подожди, что еще? Личная ответственность. Я имею много работодателей, а не одного. Я могу выбирать работодателей. Я могу выбирать собственный график. А С я кем работать, а с кем не не хочу работать. работать по средам и пятницам. А не по хочу- субботам и Да, воскресеньям, вот да? так я хочу, блин. Вот и вот я хочу, вот, чтобы было так, и у меня То есть строить жизнь, да, как тебе. как По своим правилам. Прекрасно. Так. А вот новичкам, что вот, ну не новичкам, а тем, кто тоже хочет, например, да, кто боится, может быть, сейчас по каким-то причинам, либо не знает, как начать, как вот перейти на фрилансовую работу. Вот, они же думают, может Я быть, всем рекомендую прислушаться к себе. И самое важное в этой жизни – узнать, что тебя штырит. И делать только то, что тебя реально штырит. Не надо брать чужие мечты, не надо их примерять на себя. Можно попробовать, но реально штырить в жизни будет то, что реально тебя штырит. А если тебе реально хочется удаленно работать, ты это поймешь с первого проекта. ничего не надо делать, делай только это и все. Причем даже можно, наверное, на работе, да, взять какой-то тестовый проект и Да, да. посмотреть. А что, директор не человек, что ли? А что, у кого-то там включаешь, что с ним? Нельзя договориться, что ли? А давайте попробуем. А вот так вот. А давайте, а почему нет? Такие простые шаги, Давай. именно Простые шаги. что нужно, чтобы прийти к этому добиться, и сколько, может быть, времени потребуется на все. Вот, короче, таких- Захотеть – это понятно. Начать – понятно. Вот, Да, допустим, вот у меня был преподаватель философии, он так говорил. Сначала желание, потом умение, только потом
знания. Если есть желание, все остальное, все фигня. Действие забудь. Под этими желаниями оно как молох все перемолотит, все сделает. Человек научится писать, научится быть архитектором. Если ты так хочешь быть архитектором, надо не в институт идти первым делом, а быть архитектором. Этого достаточно. Навыки придут, а знания — дело десятое, появится в процессе работы. Поэтому, если кто-то хочет так вот супер быть удаленщиком, просто становись удаленщиком, и все попрет. Называй себя удаленщиком и будешь удаленщиком. Просто надо верить, наверное, в это. Да? Отлично. Все, с вами был Дизайн ТВ и в гостях Андрей Коников. До встречи. Спасибо. Окей. Спасибо, Андрей. Спасибо.